Кто знает кошачий язык, понимает кота без слов. А вы знали, что существует настоящий кошачий язык, и именно на нем коты и кошки обращаются к своим хозяевам? Изучив его, мы сможем без труда понимать своих кошачьих питомцев и общаться с ними. К тому же сложно в этом языке ничего нет, и выучить его можно буквально за один день. Интересно? Тогда начинаем. Кошки живут бок о бок с людьми с самых ранних времен. Информацию о кошках, как о верном спутнике человека на его жизненном пути, можно найти в самых разнообразных источниках, будь то наскальные рисунки, древние писания и так далее. В общем, можно сказать с полной уверенностью, что кошки живут рядом с человеком многие тысячи лет. За это время кошки научились разговаривать с человеком по-своему. В кошачий лексикон для общения с человеком входят звуки, мимика, различные жесты и движения телом. Вот о последних я и хочу вам рассказать. Изучив жесты и движения кошки, вы будете стопроцентно знать, что хочет сказать ваш питомец. Торчащий кверху хвост говорит о том, что у кота или кошки хорошее настроение. Можно заметить, что у маленьких котят хвостики всегда торчат кверху, а это значит, что им все интересно в мире, и настроение у них всегда хорошее. Во время еды их хвостики особенно дрожат от удовольствия и тянутся вверх. Если вы только пришли с работы или еще откуда-то, а кот вас встречает с высоко поднятым хвостом и при этом еще трется об ноги, то это означает его приветствие вам и приглашение с ним поиграть. Взъерошенный опущенный хвост говорит о том, что зверь почуял опасность. Если шерсть на нем поднимается только у основания, то это значит, что кот в замешательстве и не знает, как лучше поступить. Ну а если кот очень сильно напуган, то тогда он поджимает хвост между задними лапками. Если у кота хвост вытянут горизонтально, да еще и дергается периодически, то это означает, что он чем-то раздражен. Если хвост полностью распушенный и поднятый кверху или выгнутый дугой, то это говорит, что кот сейчас очень агрессивен. Сердитый кот очень интенсивно машет хвостом. Если кот намерен драться со своим сородичем, то он принимает следующую позу. Кот становится на цыпочки и выгибает дугой спину, шерсть дыбом, уши прижаты к голове, шипит. Перед атакой кот двигается боком и подпрыгивает одновременно на всех лапах. Правило «лежачего не бьют» распространено и среди котов. Поэтому если кот не желает драться, тогда он ложится на пол, а его соперник отступает. Если кот мило и великодушно улегся на спинку, словно на пляже, и позволяет хозяину погладить себя и почесать за ушком, при этом издавая урчащие звуки, тогда это говорит, что кот имеет хорошее настроение и полностью доверяет своему хозяину. Если кот облизывает вашу одежду, перебирает нежно когтями и мило урчит, тогда вы для него являетесь кем-то вроде мамы. Он вам доверяет больше всего, и чувствует он себя с вами как за каменной стеной. Ругать его за это не стоит, и отгонять от себя тоже. Лучше ненавязчиво переключите его внимание на что-то другое. Если ваш питомец перед вами начинает пританцовывать, отрывает передние лапы от пола и продолжает стоять на задних, а затем трется о ваши ноги, таким образом он приветствует вас и выражает свое уважение. Если питомец стоит на задних лапах, а передние прижаты перед ним и как бы немного свисают, а взгляд у него пристальный и смотрящий вдаль, тогда это говорит, что его внимание что-то очень сильно привлекло, и лучше его не отвлекать. Вот что означают кошачьи жесты и движения по моим наблюдениям. Так что в следующий раз вы уже будете точно знать, что хочет сказать ваш питомец. Была у меня говорящая кошка. К хвосту привязал я гремящую ложку. Но мяу, сказала мне кошка протяжно. Нет-нет, не могу, не хочу, это страшно. Тогда отвязала гремящую ложку. К себе я прижал говорящую кошку. Мур-мур, говорит она мне с этих пор.
Мне нравится тихий ее разговор. Для чего у кошки хвост? Может, чтоб, как опахалом, развалившись во весь рост, кошка в жаркий день махала? Для чего же хвост у кошки? Может, чтобы нам сказать, просит кошка хоть немножко ей за ушком почесать? Для чего у кошки хвост? Чтоб за ним в припрыжку гнаться и, урча себе под нос, все догнать его пытаться. Чтоб, кружася, как юла, кувыркаясь бесконечно, кошка хвост ловить могла, не поймав его, конечно. Вот ответ мы еле-еле отыскали на вопрос. Чтоб всегда ей быть при деле, вместо мышки кошкин хвост. Друзья, а вы понимаете кошачий язык? Обязательно расскажите об этом в комментариях. Еще не подписаны? Обязательно подписывайтесь, а также жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить новые выпуски «Живой планеты». До новых встреч, друзья! Берегите себя и наш маленький уютный дом под названием Земля.